Прохладный октябрьский вечер накрыл Форбах темным облаком и сыростью, от которой все вокруг казалось выцветшим и старым. Дом Левенштейнов стоял на окраине города, где близкий лес, глухой и холодный, словно наползал на улицы с каждым днем все ближе. Дом этот давно вызывал у прохожих суеверный страх. Его заросший сад и облупленные стены давали повод для мрачных слухов среди местных. Грета Левенштейн, вдова и мать 14-летнего Оскара, предпочитала не обращать внимания на пересуды. В одиночку, воспитывая сына, который с детства страдал эпилепсией, она не могла позволить себе роскошь отвлечения на людские домыслы. С тех пор, как болезнь настигла Оскара, Грета жила в постоянном напряжении, держа у себя в доме всевозможные средства для купирования приступов сына. Но помимо приступов, ее мучили ночные прогулки сына. Часто по ночам, услышав тихие шаги за дверью, она, не включая свет, вставала и, крадучись, шла за Оскаром, чтобы убедиться, что он не покинет дом. Слабый свет луны падал на его фигуру, когда он словно в трансе бродил по коридору. Иногда она видела, как он открывает дверь на задний двор, смотрит в темноту, а потом, стоя босиком на холодном полу, тихо шепчет. Иногда до нее доносились слова, но их было трудно разобрать. Однажды ночью, проснувшись от приглушенного шепота, Грета встала и подошла к двери Оскара. Он сидел на полу, скрестив ноги и, уставившись на нечто невидимое перед ним, на лице его застыло странное выражение, будто он был рад тому, что видит. Дрожащей рукой Грета приоткрыла дверь шире. «Да», — тихо шептал Оскар, глядя в пустоту, — «я помогу тебе. Ты не будешь больше страдать». Она с трудом подавила крик, поняв, что сын обращается к невидимому собеседнику. Застыв, она не могла отвести взгляда от мальчика. Он говорил с кем-то, кого она не видела, и взгляд его был странно отрешенным. Ее сердце забилось так сильно, что это было почти больно. Она знала, что должна что-то сделать, но ее тело не слушалось. Наконец, сдерживая дрожь, она тихо позвала его. «Оскар!» «Сынок, что ты делаешь?» Оскар обернулся, посмотрел на нее затуманенными глазами и вдруг улыбнулся, но не той доброй, детской улыбкой, что Грета привыкла видеть, а чем-то холодным, неестественным. «Мама, не шуми», — сказал он спокойно. «Они пришли поговорить со мной. Они больше не страдают. Я могу им помочь». Грета почувствовала, как ее тело стало холодным. Она поспешно отошла, но по дороге обратно в свою комнату ее не покидало ощущение, что кто-то наблюдает за ней из темного угла коридора. Всю ночь она не сомкнула глаз, прислушиваясь к звукам в доме. На следующее утро, в тяжелой прострации, она отправилась за покупками. Ей хотелось ускользнуть от того, что она видела ночью, забыться среди людей и избавиться от пугающего образа сына, разговаривающего с темнотой. Проходя вдоль заросших садов на окраине города, она вдруг услышала знакомый голос. Ее остановила соседка Йоханна Мюллер, женщина лет 70, с лицом, изборожденным морщинами и темными печальными глазами. Она давно была вхожа в дом Левенштейнов и часто присматривала за Оскаром, пока Грета работала. «Грета, как твой мальчик?» — спросила Йоханна, пристально всматриваясь в ее лицо. Грета на мгновение опустила глаза, не решаясь посмотреть в глаза старухи. «Он... Неважно, Йоханна, если честно. Иногда мне кажется, что он совсем один. Я слышу, как он говорит по ночам», — призналась Грета, не выдержав напряжения. Йоханна хмыкнула и недобро прищурилась. «Знаешь, что говорят о таких детях? Они видят то, что другим не дано. Слышат. Когда моя маленькая внучка Роза пропала, 10 лет назад, я и сама видела такое. И слышала.
Будь осторожна, Грета, иначе твой мальчик может исчезнуть. Или, что еще хуже, он может привести их сюда». Ее голос дрогнул, и в глазах Грета увидела темное воспоминание о трагедии. Внезапно Грета осознала, что ее ноги стали как ватные, а взгляд затуманился от тревоги, захлестнувшей с новой силой. Она вернулась домой с головной болью и ощущением, что вся жизнь сжимается вокруг, как капкан. Той же ночью ее разбудил тихий шорох. Она открыла глаза и напряглась, вслушиваясь в тишину, но звук повторился. Это были шаги, едва слышные, будто босые ноги осторожно ступали по деревянному полу. В глубине дома скрипнули половицы, и Грета с замиранием сердца поняла, что шаги приближаются к ее двери. Она задержала дыхание, прислушиваясь, как ее сын крадется по коридору. Оскар двигался неестественно медленно, будто бы опасался потревожить тишину. Сердце ее колотилось так громко, что, казалось, вот-вот вырвется из груди. Она услышала, как он, подойдя к двери, замер, а затем двинулся дальше к задней двери. Сжавшись в комок, она дожидалась, пока шаги стихнут, но звуки были такие четкие, что ей почудилось, будто Оскар вдруг начал бормотать прямо за ее дверью. Наконец, не выдержав, она открыла дверь и увидела в конце коридора тонкую, слегка сгорбленную фигуру сына. Его взгляд был устремлен вперед, и руки, вытянутые перед собой, дрожали. Он стоял спиной к ней, как будто ждал чего-то. Грета заметила, что он чуть заметно качается из стороны в сторону, словно в трансе. «Оскар, сынок!» — позвала она, делая шаг вперед. Он вздрогнул, как от толчка, и медленно повернулся к матери. В его лице застыло что-то непонятное, словно не он сам смотрел на нее, а кто-то чужой. Оскар словно только что вышел из какого-то пугающего видения. «Ты мешаешь», — прошептал он так тихо, что ей показалось, что это ветер шепчет через щели окон. «Оскар, вернись в постель. С кем ты говорил?» Ее голос дрожал, но она старалась не показывать сыну свой страх. Оскар вдруг по-доброму улыбнулся, но его глаза остались пустыми. Он сделал шаг навстречу матери и тихо, словно обращаясь к невидимому, прошептал: «Они там, мама!» Туман окутал Форбах, погружая его в холодную влажную тьму, а в доме Левенштейнов будто бы поселился невидимый холод. Грета все чаще замечала, что стены, обычно просто ветхие, словно начинали дышать вместе с ним, а слабый свет в комнате Оскара часто мигает по ночам, выбрасывая зловещие тени на его бледное, неподвижное лицо. Дом, который некогда был убежищем, теперь казался ей враждебным. Его тени скрадывали пространство, наполняя ее внутренней тревогой. На следующее утро после ночного видения Грета пыталась притвориться, что все происходящее — лишь ее воображение, разыгравшееся из-за ночного страха. Она пыталась убедить себя, что Оскар просто разговаривает сам с собой, как это делают многие дети. Однако ее сын становился все более замкнутым и отстраненным. За завтраком он смотрел на нее с теми же отрешенными, почти пустыми глазами, словно его мысли витали где-то далеко от этого мира. «Оскар, ты все время молчишь», — сказала она, стараясь разрядить неловкость. «Мне иногда кажется, что я здесь совсем одна. Ты можешь хоть что-то сказать». Он опустил глаза на свой пустой, нетронутый завтрак и тихо ответил: «Я просто слушаю их, мама. Они говорят тихо, но я их слышу». Его слова звучали как откровение, и Грета чуть не выронила чашку. Она пыталась справиться с тем страхом, что все больше охватывал ее с каждым днем. Принуждая себя к спокойствию, она смотрела на Оскара, который по-прежнему избегал ее взгляда. «Оскар, о ком ты говоришь? Кто эти «они»?» — спросила она осторожно, подавляя внутреннюю дрожь. Он ответил, не поднимая головы,
будто разговаривал не с ней, а с кем-то невидимым, кто был ближе ему, чем собственная мать. «Они — это те, кто был здесь до нас. Они знают, что значит страдать, и хотят, чтобы я помог им. Иногда они даже рассказывают мне свои истории. Они давно не знали тепла». Его голос был тихим, как шепот осеннего ветра, холодный и отстраненный. Слова его прозвучали так жутко, что Грета невольно поежилась. Она попыталась успокоиться, но внутреннее беспокойство уже проросло в ее сознании, и с каждым днем ей все труднее становилось игнорировать странные происшествия в доме. Сначала были мелочи, скрипучие шаги по ночам, неясные тени, мелькающие в зеркале, как будто кто-то пронесся за ее спиной. Ее пугающая догадка о том, что это не просто игра ее разума, становилась все отчетливее, и однажды днем случилось нечто, что заставило ее поверить в самое страшное. В субботу после обеда Грета решила перебрать старый комод в гостиной. Она разгребала бумажные завалы, складывая все, что представляло хоть какую-то ценность, и вдруг услышала тихий, странный звук. Это был еле уловимый, как шепот, но разносился он откуда-то из глубины дома, из дальней комнаты Оскара. Грета остановилась, затаив дыхание, пытаясь понять, что именно ей слышится. Взволнованная, она оставила свои дела и медленно пошла в его комнату. Ее взгляд инстинктивно задержался на его шкафу. Оттуда доносился непонятный, едва слышимый звук, словно внутри кто-то негромко стонал. Грета замерла, уставившись на шкаф. Ее тело заледенело, а страх приковал ее к месту. Она не осмеливалась подойти ближе, но затем, понимая, что она обязана выяснить, что это такое, сделала шаг вперед и приоткрыла дверцу шкафа. В тот момент ее сердце остановилось. Среди старых вещей, между свернутыми свитерами и одеялами, она увидела что-то маленькое и темное. Грета дрожащими руками раздвинула ткань и, наконец, поняла, что лежит там. Это была кукла, старая, покрытая трещинами фарфоровая кукла со стеклянными глазами и длинными темными волосами. Но не кукла ее потрясла. На тонкой шее было выцарапано что-то похожее на имя, но слова были едва читаемы. Тут в комнату вошел Оскар, и Грета вздрогнула, услышав его тихий голос. «Ты ее нашла. Я знал, что рано или поздно ты это сделаешь, мама». Он смотрел на нее с каким-то странным выражением, смесью укора и удовлетворения, будто бы сам привел ее к этому открытию. Грета поспешно спрятала куклу обратно и захлопнула дверцу шкафа, не зная, что и думать. «Оскар, откуда у тебя эта кукла? Она ведь не наша, верно?» Голос ее дрожал, как от сильного холода. Оскар пожал плечами и усмехнулся, беззаботно, будто это была обыкновенная игрушка. «Это девочка, та, которая живет там, где темно», — сказал он так спокойно, что ее сердце снова сжалось от ужаса. «Она теперь моя подруга. Она приходит ко мне по ночам и рассказывает о своем старом доме. Он недалеко отсюда, мама, совсем недалеко». Ее разум отказывался воспринимать слова Оскара. Грета поняла, что теряет связь с реальностью, но, подавив беспокойство, попыталась сдержать тревожный взгляд. «Оскар, ты не должен...» — начала она, но сын вдруг посмотрел на нее пристально. Его глаза были так глубокие и бездонны, что она замолчала. «Я помогаю ей, мама, и она поможет мне. Я знаю, что она была одинока, но теперь я с ней». Грета не могла понять, что происходит. У нее не находилось ни слов, ни сил на ответ. Она вышла из комнаты, чувствуя, как стены дома будто начинают сжиматься вокруг нее. В следующие дни Оскар становился все более замкнутым, его лицо становилось еще бледнее, и его взгляд был все отрешеннее,
словно он находился в каком-то странном, недосягаемом для нее мире. По ночам она слышала, как он тихо разговаривает сам с собой, а в его комнате то и дело возникали звуки, словно кто-то передвигает мебель. Но однажды она заметила нечто, что окончательно выбило ее из равновесия. Гретта вернулась домой поздно, вся в тревогах и мыслях о своем сыне. Она поднялась наверх, и тут на пороге комнаты Оскара увидела нечто странное. На полу лежали длинные тонкие полоски черной бумаги, покрытые чем-то напоминавшим рисунки и символы. Это выглядело как какой-то ритуал, аккуратно выложенный путь из тьмы. Ее руки задрожали, когда она увидела Оскара, сидящего посреди комнаты, окруженного этими странными полосками. Он выглядел странно. На его лице была все та же жуткая бесстрастная улыбка, а глаза сияли какой-то пугающей радостью. Оскар поднял голову и, увидев мать, мягко улыбнулся ей, словно был доволен ее присутствием. «Мама, посмотри, они почти здесь», — произнес он с уверенностью, от которой ее сердце забилось в бешеном ритме. «Совсем скоро я смогу показать тебе их». Она сделала шаг назад, будто он загнал ее в угол. Ее тело не слушалось, и в глазах темнело от страха и беспомощности. Осенний вечер в Форбахе опустился стремительно. Густой туман, пробравшийся в каждый закоулок улиц, заполнял окрестности тяжелым молчанием, которое давило на слух и сердце. Грета сидела на кухне, уставившись на чашку с недопитым кофе, не в силах собраться с мыслями. События последних дней мучили ее, как кошмарный сон, от которого она никак не могла проснуться. Ее сын, Оскар, казалось, стал совсем чужим, ушедшим в какой-то мрачный мир, откуда уже не было пути обратно. Мало того, что он стал погруженным в какие-то странные, пугающие разговоры с невидимыми существами, но Грета чувствовала, что в доме появилась еще одна, незримая сила. Она ловила мельком детские тени в зеркалах, слышала легкие шаги за своей спиной. Все это накладывалось на ужасные слова Йоханны Мюллер, упомянувшей свою пропавшую внучку Розу и намекнувшей, что ее дух мог остаться в этом доме. Эти мысли, как вязкая трясина, тянули Грету на самое дно отчаяния. На третий день после того, как она нашла у Оскара в комнате странную куклу, что-то в ее сознании дрогнуло и надломилось. Грета решила раз и навсегда разобраться с тем, что происходит. Она дождалась, когда Оскар отправился в школу, и осторожно поднялась к его комнате, чувствуя себя чужой в собственном доме. Грета, которую всю ночь не покидал страх, почти неслышно вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Комната выглядела безжизненной и мрачной. Тонкий слой пыли на комоде, свет, пробивающийся сквозь грязное окно, придавали ей какой-то застывший неживой вид. Оскар всегда был аккуратен, но сейчас его вещи были раскиданы по комнате, словно в спешке. Легкий сквозняк качнул старую деревянную кровать, и на мгновение Грете показалось, что в воздухе повис шепот, но она тут же отогнала эту мысль, решив сосредоточиться на своей цели. Ее взгляд остановился на шкафу, возле которого стояла кукла, та самая, что была найдена среди старых вещей. Эта кукла с бледным фарфоровым лицом и пустым стеклянным взглядом снова вызывала в ней какой-то странный, болезненный ужас. Гретта почувствовала, как ее сердце учащенно забилось, а рука непроизвольно потянулась к дверце шкафа. Она глубоко вдохнула и, собравшись с силами, решительно распахнула дверцу. Сначала она ничего не заметила, но, немного наклонившись, обратила внимание на угол, скрытый за полками с одеждой. Среди сложенных свитеров и рубашек что-то смутно белело. Ее рука дотянулась до этого предмета, и, почувствовав холодный сухой материал под пальцами, Грета резко дернула его на свет. В ее руке
Среди складок одежды лежала маленькая мумифицированная голова. Сухая кожа обтягивала кости, глаза были закрыты, а темные спутанные волосы спадали на остатки высохшей шеи. Губы ее были чуть приоткрыты, будто замершие в последнем крике, и лицо это смотрело на нее как живое. Гретта закричала, едва не выпустив голову, но затем, собрав волю, крепче сжала ее в руке. Ее охватил такой ужас, что на мгновение сознание помутилось. Она не могла поверить, что держит в руках этот предмет, нечто, что невозможно объяснить, что выходило за рамки всего, что она могла себе представить. Мысли ее метались, переплетаясь между паникой и попытками найти разумное объяснение. Внезапно ее пронзила догадка. Это могла быть та самая Роза, внучка Йоханны Мюллер, пропавшая несколько лет назад. Неужели Оскар? Неужели он причастен к этому кошмару? Но как ее сын мог оказаться вовлеченным в нечто столь ужасное? Дверь тихо скрипнула, и Грета вздрогнула. Оскар стоял на пороге, его худое лицо застыло в странном спокойном выражении. Он внимательно посмотрел на нее, словно увидев все, что происходило, и, заметив голову у нее в руках, кивнул с едва заметной улыбкой. «Мама, ты нашла ее», — сказал он ровным, спокойным голосом, без тени смущения или испуга. Грета почувствовала, как ее горло сдавило от страха и растерянности. Она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. Лишь спустя несколько долгих мгновений она сумела пролепетать. «Оскар, что? Что это? Ты понимаешь, что ты... Это невозможно. Объясни мне, откуда у тебя... это?» Оскар не моргнул глазом. Его лицо оставалось непроницаемым, будто он слышал простой вопрос о домашних заданиях, а не об ужасной находке в собственном шкафу. «Это моя подруга, мама», — ответил он тихо, мягко, почти ласково, и его слова обожгли ее уши. «Она приходила ко мне, и я помог ей. Ей было очень плохо, она страдала. Я дал ей покой». Гретта почувствовала, как ноги ее ослабели. Она опустилась на край кровати, пытаясь собрать силы, но то, что она слышала, не укладывалось в ее сознании. «Покой! Оскар, это же голова! Как ты мог принести ее сюда? Зачем?» Ее голос сорвался от страха. Оскар, словно бы не видя боли в ее глазах, сел рядом и взглянул на нее с такой нежностью, от которой ее бросило в холод. «Ты не понимаешь, мама», — сказал он, глядя прямо в ее глаза, и в его взгляде было что-то неестественное, пугающее, будто это говорил не ее сын. «Я не принес ее сюда. Она пришла сама. Они все здесь, мама. Те, кто не нашел покоя. Им всем больно, и я могу им помочь». Грета зажала голову руками, почувствовав, как начинает кружиться. Все ее тело отказывалось принять происходящее. Ей хотелось проснуться от этого кошмара, избавиться от видения того, что она только что узнала. Она медленно подняла голову, глядя на Оскара, который, казалось, растворился в каком-то зловещем спокойствии, от которого по ее телу пробежала дрожь. «Ты не можешь. Это невозможно», — прошептала она, словно боясь произнести слова громко. «Ты не можешь иметь к этому отношения. Сынок, ты же не...» Он покачал головой, словно утешая ее, и тихо произнес. «Она просила, и я помог ей. Она хотела уйти туда, где нет боли. Я просто показал ей дорогу». Его голос звучал почти успокаивающе, но от этих слов ее страх лишь усилился. Ее взгляд метнулся к двери. Казалось, сам воздух в комнате стал плотнее, будто бы стены сжимались вокруг них. Гретта понимала, что в этом доме они больше не одни. Прошло несколько дней с тех пор, как Грета обнаружила в шкафу Оскара мумифицированную голову девочки. Ужасное открытие преследовало ее как тень. Где бы она ни находилась, перед ее глазами вновь и вновь всплывал этот образ. Застывшее крохотное лицо со следами страдания.
Она пыталась как-то объяснить увиденное, но ее разум снова и снова натыкался на тупик. Как это попало к ее сыну? Что за сила подтолкнула его к этому? Он был болен, но всегда был ласковым мальчиком, ее единственной отрадой. Что же с ним произошло? В отчаянии думала Грета, бессильно обрывая этот вопрос. Каждая ночь теперь проходила в ожидании кошмара. Грета не спала, лежала в темноте, выжидая, когда к ней снова долетят шорохи, шаги, тихий шепот сына, который звучал все более чуждо и пугающе. Иногда ей казалось, что в доме слышатся не только шаги Оскара, но и кто-то еще, кто-то более легкий, невидимый, незаметный, кто двигался как дитя, то замирая в углу, то мелькая в зеркале на миг. Она слышала тихий короткий смех, будто бы кто-то смеялся и тут же обрывал себя. Каждую ночь она теряла частичку себя, тоня в страхе и отчаянии. Поздней ночью Грета вновь услышала за дверью знакомый приглушенный шорох. Она едва дышала, прислушиваясь к каждому звуку. Это были осторожные легкие шаги, как будто босые. Они шли по коридору, не издавая почти ни звука, но тем не менее ясно слышимые ее измученным слухом. В темноте она чувствовала, как подступает паника, сжимая сердце, но усилием воли, заставив себя встать, подошла к двери и осторожно выглянула. В полутьме, на другом конце коридора, она увидела фигуру Оскара. Он стоял спиной к ней и смотрел в окно, словно вглядываясь в нечто невидимое за стеклом. Его силуэт, освещенный лунным светом, казался нереальным, неестественно худым и вытянутым. Взгляд его, устремленный в черное окно, был неподвижен, но от него исходило такое ощущение тьмы, что Грета почувствовала, как по ее телу пробежала ледяная дрожь. Тут Оскар тихо, почти невнятно заговорил. Слова его сливались в пугающий монотонный шепот. «Путь без боли. Я знаю, я чувствую. Вы хотите уйти. Я покажу вам, как найти ее». На мгновение ей показалось, что он обращается к кому-то, кто стоит за окном, но, прислушавшись, Грета уловила в его словах что-то страшное, как будто он говорил с неким существом, которого она не могла видеть. «Оскар», — прошептала она, не в силах больше терпеть напряжение. Ее голос прозвучал сдавленно, срываясь от страха. Он медленно обернулся, и в глазах его отражался свет луны. Оскар смотрел на нее отрешенно, с какой-то неестественной нежностью. Ее пронзил странный холод, когда она поняла, что в этом взгляде не осталось ни капли прежнего сына. «Мама, ты проснулась», — сказал он мягко, но его голос был едва слышен. «Ты не должна бояться их». «Кого? Кого я не должна бояться, Оскар?» Грета сделала шаг вперед, стараясь не выдать своей дрожи, хотя в ее душе все застыло от ужаса. «Тех, кто страдает, мама». Он говорил так спокойно, будто рассказывал ей детскую сказку. «Они пришли сюда, чтобы найти покой. Они хотят уйти туда, где нет боли. Мы должны помочь им». Слова его разрывали ее на части. Она не знала, что сказать, как поступить. На миг ей захотелось убежать, вырваться из этого дома, сбежать от сына, который казался ей чужим, незнакомым. Но что-то сильное удерживало ее на месте. Она медленно подошла к нему, взяла его руки в свои, чувствуя, как дрожат ее пальцы. «Оскар, они не настоящие. Это всего лишь тени, всего лишь твои видения. Пожалуйста, не смотри на них», — умоляюще шептала она, и ее голос срывался от слез. Он посмотрел на нее с таким жалостливым выражением, будто не понимал, что мать не верит ему. «Нет, мама, они здесь. Они были всегда. И они нуждаются во мне», — сказал он, будто стараясь убедить ее в собственной правоте. Она не могла выносить его взгляда,
в котором, казалось, все больше проступало что-то чуждое, странное. С трудом проглотив комок в горле, Грета отпустила его руки и резко повернулась, чувствуя, что силы покидают ее. Она должна была уехать из этого дома, прямо сейчас, прежде чем это безумие окончательно поглотит ее. На следующее утро Гретта, казалось, не узнавала себя в зеркале. Ее лицо, постаревшее и уставшее, отражало весь накопившийся страх и бессонные ночи. Она пыталась удержаться, повторяя про себя, что все это просто ночные видения, плод ее измотанного разума. Но ее мучила мысль: а что, если Оскар не бредит? Что, если его слова о мире без боли не просто иллюзия? Она постучала к Йоханне, чтобы хоть немного облегчить душу, но та, увидев ее заплаканное лицо, лишь нахмурилась. «Гретта, милая, тебе нужно вернуться к себе и смотреть за ним. Если Оскар сказал, что они здесь, значит, он видел их. Такие дети, как он, иногда видят то, чего не видят другие». От этих слов ей не стало легче, и она с разбитым сердцем вернулась домой. В ту ночь Грета почти не смыкала глаз. Она лежала в тишине, прислушиваясь к шорохам и шагам, которые каждый раз звучали все ближе и ближе. Вскоре ее снова охватил ужас, когда она осознала, что в доме что-то изменилось. Казалось, что тьма стала более плотной, тягучей, как смола, и тишина почти осязаемой. Оскар внезапно появился в ее комнате, и она вздрогнула, увидев его бледное, отрешенное лицо. Он смотрел на нее в темноте, не говоря ни слова, и только улыбался. Она приподнялась на кровати, едва сдерживая страх. «Мама», — тихо произнес он, — «я пришел, чтобы помочь тебе». Ее захлестнул ледяной ужас, и она почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. «Оскар, что ты имеешь в виду? Ты ведь тоже страдаешь, мама. Тебе тоже больно. Я знаю это. Я могу помочь тебе, как помог ей, как помог всем им». Слова его пронзили ее, как нож, и она поняла, что перед ней стоит не сын, которого она любила, а нечто другое, что захватило его разум и душу. Серое утро наступило на Форбах, но в доме Левенштейнов его свет почти не ощущался. Казалось, за ночь все вокруг покрылось невидимым инеем, а воздух стал густым, тяжелым и холодным. Гретта провела ночь без сна, глядя в темноту широко открытыми глазами, стараясь не думать, не дышать, не шевелиться. В ее памяти навечно отпечатались слова Оскара: «Я могу помочь тебе, как помог им». Он произнес это с таким холодным, отчужденным спокойствием, что она была не в силах избавиться от головокружительного ужаса. Оскар ушел к себе сразу после этих слов, а она, парализованная страхом, не могла отвести взгляд от двери. Перед глазами всплывал образ той девочки, мумифицированной головы в шкафу, и по телу прокатилась судорога. Больше всего на свете ей хотелось выбежать из этого дома, позвать на помощь, но что-то остановило ее. Это был ее сын, ее маленький болезненный Оскар, ее единственный ребенок. Каким бы страшным ни казался ее дом теперь, она не могла просто уйти, оставив его здесь одного, даже если он больше не ее сын. Только под утро, собравшись с силами, она выскользнула из спальни и направилась к комнате Оскара. Дверь была чуть приоткрыта, и оттуда доносился еле слышный шепот. Оскар говорил с кем-то, тихо, ласково, почти как с родным. Грета на мгновение задержала дыхание, прислушиваясь. «Да, мама больше не будет бояться. Я скоро ей помогу. Она тоже найдет покой. Она тоже увидит вас». Тихие слова ее сына, словно завораживающий ритуал, обволокли ее сознание. Оскара охватывало что-то чужое и темное,
и Грета больше не могла отрицать, что ее сын был как будто заворожен и одержим этой тьмой. В тот момент ее охватила полная обреченность. Она сделала шаг назад, заткнув рот рукой, чтобы не закричать, и пошатнулась, когда темный коридор словно сжал ее в своих холодных объятиях. Стена, пол — все казалось зыбким, как призрачный туман. Не зная, что делать, Грета медленно спустилась вниз, к кухне, надеясь, что запах кофе, такой обычный и мирный, хоть немного прогонит кошмарные образы из ее головы. Но даже этот запах не мог вернуть ее к реальности. Весь дом наполнился ощущением зловещего молчания, будто он впитал в себя ее страх. Прошло несколько часов. Вдруг на лестнице раздались шаги, и Грета, подняв взгляд, увидела, как Оскар спускается вниз. Он выглядел необычайно спокойно, даже расслабленно. На нем были старый серый свитер и выцветшие домашние брюки, но в его облике было что-то до ужаса неестественное. Оскар подошел к столу и сел напротив нее. Его спокойное лицо и тихий, безмятежный взгляд лишили ее последних сил. «Мама, ты выглядишь уставшей», — сказал он мягко, почти заботливо. «Ты плохо спала?» Грета смотрела на него, как на незнакомца. Она не могла отвести взгляд от его глаз, которые были пугающе спокойными, как у куклы. «Оскар, что происходит? Кто ты?» — вырвалось у нее, и голос ее звучал, как слабый, отчаянный шепот. Оскар наклонился вперед и улыбнулся, так тепло, будто не услышал ее слов. Он взял ее руку в свою, его пальцы были ледяными, и от их прикосновения ее сердце замерло. «Ты не должна бояться, мама», — сказал он, глядя прямо ей в глаза. «Теперь все будет хорошо. Я помогу тебе найти покой. Ты не будешь больше одна. Я уже все подготовил». Ее пронзил леденящий ужас. Она попыталась встать, но силы оставили ее. Она ощущала, как воздух вокруг словно сгустился, делая каждый вдох мучительно тяжелым. Оскар продолжал держать ее руку, мягко поглаживая ее. Его взгляд был исполнен какой-то странной, болезненной нежности. «Я не хотел, чтобы тебе было так тяжело, мама», — продолжал он с ласковой грустью. «Они говорили мне, что тебе плохо. Они знают, что значит страдать, и теперь ты сможешь быть с нами». В его голосе не было ни капли зла, но его слова были подобны смертельному приговору. Грета с трудом понимала, что он говорил, но смысл медленно просачивался в ее сознание, и ее охватил приступ панического ужаса. Она попыталась отдернуть руку, но Оскар держал ее слишком крепко, словно она была хрупким сосудом, который он не хотел разбить. «Ты ведь всегда хотела быть рядом со мной, мама», — прошептал он. Его глаза, казалось, сияли в предутреннем мраке. «Ты ведь любишь меня?» Она чувствовала, как холод проникает в ее сердце. Ужас сковал ее тело, но, подавляя слезы, она кивнула. «Да, конечно, Оскар», — ответила она, стараясь не показывать свой страх. В тот момент что-то в ее сознании сломалось. Она не могла больше бороться, тело отказывалось подчиняться, как будто ее воля и разум истощились окончательно. Силы оставили ее. Оскар продолжал что-то мягко говорить, его голос, почти колыбельный, отгонял ее последние мысли прочь, унося в бесконечный, вязкий мрак. Время потеряло смысл. Утро превратилось в день, день снова обратился в вечер. За окном Форбах затих под бесконечным дождем, а внутри дома Левенштейнов царила странная тишина. Поздним вечером Оскар сидел за кухонным столом, где с недавних пор осталась лишь одна зажженная лампа. Перед ним стояла чашка чая, из которой он сделал неторопливый глоток, чувствуя, как тепло обволакивает его. Он сидел не торопясь, иногда что-то негромко шептал, словно в полудреме. На стуле напротив него сидела его мать, Гретта.
Ее неподвижное тело слегка наклонилось вперед, руки сложены на коленях, а голова неестественно склонена на бок. Лицо ее было мертвенно-бледным, а глаза безжизненные, пустые, смотрели испуганно в одну точку. «Мама», — тихо произнес Оскар, улыбаясь, — «теперь тебе больше не нужно страдать. Теперь ты с нами». Тишина в доме стала невыносимой.